является мировым рекордом. Компания была основана в 1933 году Теодором Тедом Фаро, предпринимателем из Солт-Лейк-Сити, штат Юта. На стадии становления АСФ разработала несколько перспективных прототипов роботов, но не смогла завоевать существенную долю на рынку, где на тот момент доминировали такие гиганты, как General Synthetics и Recorp. Ситуация изменилась в 1938-м после релиза линейки персональных ассистентов Альфред на левитационном двигателе. Продукт имел огромный спрос, и благодаря ему АСФ впервые сумел пробиться в список 50 богатейших компаний мира. В 40-х доходы компании увеличились втрое благодаря разработкам в области экологических технологий, которые вела прославленный инженер Элизабет Собик. АСФ заняла лидирующую позицию в своем секторе рынка. В 1949-м в свете успешной деятельности по очищению окружающей среды и восстановлению благоприятных климатических условий на планете, мировой рейтинг одобрения АСФ превысил 90%. Основателя компании Теда Фара в социальных сетях стали называть человеком, который спас мир. Но по-настоящему оторваться от конкурентов и довести суммарную рыночную стоимость компании до рекордной отметки в 23 триллиона долларов АСФ смогла после того, как в конце 40-х занялась выполнением оборонных заказов. К 1955 году АСФ контролировала 61% рынка автоматизированных военных платформ. На ее долю приходилось 353 контракта с разными странами, трансправительственными организациями и корпоративными структурами. На сегодняшний день АСФ опережает на 321% вторую по величине корпорацию в мире – FB Mobile Global по размеру активов. Корпорации счетоводительной юридической формуле объединили людей, обладающие правами и обязательствами, отличными от тех, которыми обладают входящие в него члены. Как правило, владельцами корпорации являются держатели акций, распределенных или приобретенных, которые получают прибыль от такого владения, коллективно принимают решения об управлении и назначают должностных лиц. Корпорация осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях, производя товары или оказывая услуги с целью извлечения прибыли, и могут сами владеть корпорациями, компаниями или имуществом в качестве активов. Зачем мне все это? Окей. Нам накидали записок. Помечаем, что мы их прочитали. И идем дальше. Now, I know this must seem like a bizarre change in direction. I mean, we're Faro Automated Solutions, right? #1 robotics firm in the world. Why would we clear our production slate to fabricate human-operated vehicles and weapon systems, the relics of the past? All I can say at this juncture is... trust me, we will be exploiting a massive, growth opportunity by retooling and reallocating capacity according to my plan. So I will need revised projections of mass fabrication velocity across every pipeline within 36 hours. So they were making machines, then they stopped to make other kinds of weapons? Why? Because money, я так полагаю. Почему еще можно передумать? The air. There's no smell to it, not even old death. Nothing natural. Да, жалоба. Привет, приемная. Если я, правда, так же зовут, ты интересовалась, кто догадался вызвать индонезийско-малайскую делегацию одновременно с Сэшграундс? Так решил я. Я старший вице-президент по продажам. А знаешь почему? После того маленького инцидента с выдиранием волос обе стороны предложили на 40% больше первоначальной цены. Я объясню тебе доступно, чтобы твой секретарский умишка сумел постичь смысл. Эти две страны воюют между собой. А что мы продаем? Правильно, мы продаем боевые машины. Нам выгодно, чтобы они друг друга ненавидели. Что же они будут использовать для борьбы с друг другом? Правильно, боевые машины, за которые они отвалят нам кучу денег. Так что давай-ка ты не будешь мешать мне выполнять мою работу. Твое дело подавать кофе с отсутствующей улыбкой. Думать от тебя не требуется. Премного благодарен, мистер Фридкин.
Ладно. Куда нас не пущают? No room. Another cave-in. But I could get through. I'll bet I can use that as a ramp to get back up. Ек. Ну, я опять свалился. Looks like I can climb here. Здесь мы залезли. Заливают нас зельками. Или заваливают, если хотите. Ай. Ага. Был один из вариантов подняться. This'll help. Made it. Журнал Центра управления АСФ. Паритетное сообщение. Автоматическая запись в журнале. Все второстепенные системы переведены в режим гибернации. Приоритетное сообщение. Автоматическая запись в журнале. Инициирована полная блокировка. Приоритетное сообщение. Вследствие возросшего числа уличных протестов безопасность сотрудников АСФ оказалась под угрозой, поэтому мы вынуждены на неопределенный срок приостановить работу данного производственно-административного комплекса. Сотрудники всех отделов будут последовательно проинструктированы касательно надлежащей процедуры архивирования или утилизации данных и материалов по проектам. Перед выводом всех зон из эксплуатации служба безопасности и кризисная группа проведут итоговый осмотр. Приоритетное сообщение всем сотрудникам блоков ЕФ. Рассматривайте данную требование как учебную, но не пытайтесь открыть двери или иным способом покинуть здание.
Приоритетное сообщение. Напоминаем, служба безопасности ставит заботу о здоровье сотрудников прежде всего, однако при прохождении идентификации вы обязаны сдать личное оружие. Приоритетное сообщение. Дополнительные дороги общего пользования, ведущие к производственно-административному комплексу, закрыты с целью сократить время ожидания у внешних кордонов. Служба безопасности напоминает всем сотрудникам, что на территории комплекса не допускаются посторонние лица. Приоритетное сообщение. Ввиду повышенной угрозы безопасности напоминаем всему персоналу, вы должны пройти идентификацию и предъявить служебное удостоверение по первому требованию. Приоритетное сообщение. В свете недавних террористических актов, направленных против систем общественного транспорта, служба безопасности предлагает всем сотрудникам, прибывающим извне, услугу вооруженного сопровождения. Пользование данной услугой является обязательным. Предлагает, но обязательно. Еще 48 сообщений с высоким приоритетом, данные сообщения повреждены. So people were angry at Faro, at the corporation. They blamed this place for something. Something bad. Религиозное собрание. Паула, недавние события заставили меня по-новому взглянуть на вещи, и я пришел к выводу, что я лично АСФ в целом, не уделяем достаточного внимания духовной стороне жизни. Я имею в виду, разумеется, что не какое-то конкретное религиозное учение, а духовность в общем смысле. Мы не говорим о наших общих ценностях, чаяниях и представлениях о том, что ждет человека после смерти. Я прошу тебя связаться с религиозными лидерами всех конфессий и организовать конференцию в самое ближайшее время, как можно скорее. Детали повестки я думаю позже, а пока давай пустим пробный шар и посмотрим, кто откликнется. Зови всех, кого можно. Всех, кто пользуется уважением в этих вопросах. И давай шиканем. Дай им понять, что на расходы мы не поскупимся. Спасибо, Тед. The FSP-5 Kopesh provides a one-size-fits-all solution to main battle force capability. Metamaterial construction delivers unmatched recoil dampening, allowing you to field any weapon package that conforms to your budget needs and conflict resolution profile. Patented biomass conversion systems allow extended emergency operations with minimal environmental impact. Multilinear target processing provides simultaneous real-time threat analysis and legal review for autonomous domestic operations. Or control can be slaved to the swarm's neural network for weapons-free force application. Either way, when it's time to call out the big guns, it's time to call Kopesh. The Deathbringer. So this was the heavy hitter. Main battle force indeed. The BOR-7 Horus. Imagine your complete engagement ecosystem comprehensively managed by a high-speed learning machine network. Whether your need is to replace battlefield losses or intensify force projection, the Horus's onboard manufacturing capabilities mean you'll never get stuck waiting for the next arms delivery. Simply redefine your force parameters, and the Horus will fabricate additional units to fill the ranks for an affordable per-unit licensing fee. Meanwhile, the biomass conversion systems of other Chariot line models allow them to keep the Horus fueled, repaired, and ready, extending its operational tolerances beyond that of any competing Titan-class platform. That's the Horus advantage. Always regulating, always ready. The future of automated warfare made real today. The Metal Devil. So these were Faro machines too. Manufacturing capabilities. They can make more of themselves. Then how would you ever stop them? The ACA-3 Scarab combines conventional and information warfare capabilities in one package, designed for high-speed, all-terrain reconnaissance.
It boasts the world's highest survivability rating of any Scout-class autonomous agent. Maybe it's the Scarab's emergency biomass conversion systems that ensure it always makes it back to base, even if fuel supply lines have been interdicted. Or maybe it's the Scarab's ability to slave enemy robots to its own network. Now that's force multiplication. Add a prehensile manipulator arm that can handle a host of functions, from 360-degree less lethal riot management to surgical repairs of Allied chariot line models, and you've got the workhorse of any cutting-edge peacekeeping fleet. The Corruptor. Slave enemy robots to its own network. It sounds like it's talking about how it corrupts machines. Looks like the way up. What's left of it. Gonna be a long way up. Frozen metal most of the way. Not making this easy, Dr. Sobek. If plants can find a way to hang on up here, guess I can too. У нас какой 7-й уровень? Мне бы на 6-й вернуться, окей. Ай. Черт. That began when they engaged in unauthorized offensive operations against robots and human personnel of the Hearts Timor Energy Combine. Now, I wish that I could relate that the crisis has been exaggerated, but it's not. The Peacekeepers have not responded to stand-down codes, and by all signs, they appear to be replicating. Peacekeepers. That's what they called their machines. They were built for war, not peace. Так, и это будет... Где-то вот здесь вот и будет. Свистать всех наверх.
Джин, ты когда-нибудь слышала про фруктовую ассоциацию острова Мелвилл? Я тоже нет. Вплоть до сегодняшнего утра, когда они подали на нас в суд. Оказывается, где-то рядом с побережьем Австралии есть райский островок с населением 2700 человек. И все они нас теперь ненавидят, потому что одна машина из армады Хардстимор принялась грызть их самую большую манговую рощу. Таким образом, официальное число судебных исков, связанных с Хардстимор, достигло 127. Большинство из них подали частные компании, но есть иски от физических лиц и от государств, и от неправительственных организаций. И это не говоря о претензии с большой буквы, которую нам высказала сама Хардстимор. Обзвони все сторонние фирмы, с которыми мы когда-либо работали, а потом обзвони их конкурентов. Нам понадобятся все доступные юристы по корпоративному праву. Все, у кого есть лицензии, и кто еще не совсем спился. Гордон Наката, помощник юрисконсульта АСФ. Так, теперь нужно на 11 уровень подниматься. За следующей запиской. Так, это у нас какой? 8-й. А, в принципе, можно еще выше подняться, но я думаю, проще пойти вот так вот. И еще бомбанули, что ли? Вот такие повреждения. Ненатурально как-то она местами прыгает. Мне кажется, с прыганием совсем хреново. Full already. Десятый. И еще 10-й. Так, а куда дальше? А... Записи счетчик смерти нет, потому что мне для этого пришлось бы переписывать бота. И сильно отрывать ему весь онлайновый функционал и вешать рипалку на какую-то горячую кнопку. В принципе, этим надо заняться. И, в принципе, это даже не так сложно. Но где на это найти время? Известно в море Банда. Тема видео с дельфинами. Боб, у нас возникла очередная неприятная ситуация. Некий рыбак заснял на видео, как горы из армады Хардстимор производят дозаправку с использованием модуля переработки биомассы. Это было в море Банда, у побережья Ветара, и переработал он косяк дельфинов. Вполне возможно, последних представителей исчезающего вида. Не хочу вдаваться в подробности, но выглядело это так, словно их засунули в блендер. Как будто робот решил приготовить себе большой молочный коктейль из дельфинчиков. Ребята из отдела подавления заткнулись в 43 вещательные сети, но клип ставит в эфир все, кому не лень, и уже понятно, что замолчать это дело не удастся. Подготовленное нами заявление представляется чрезвычайно слабым. Есть предположение? Тут попахивает нешуточным скандалом.
Стейси Андерс, вице-президент АСФ по связям с общественностью. Не хватает тут глубокомысленных комментариев от зрителей. Ребятки, конечно, лопухнулись просто по полной программе. A way up. All it takes is a few good handholds. All right, made it. Wonder what we'll find. 3 аудиозаписи, что замечательно, батарейку. All data has been erased from this device. Do you wish to deploy alpha privileges to recover purged data? Oh yes, I believe I do. A file has been recovered. Хранилище данных управляющего персонала на СФ. Хранилище объема данных объем 3 зетабайта. Осталось 6% энергии. Elizabeth, good to, It's been years. Where's your legal team, Ted? No need. I dropped all 18 lawsuits the moment you landed. I assume your data confirms this. All right, this promises to be interesting. Perhaps we could have lunch brought in. You know, get reacquainted. I know you, Ted. You screwed something up, something big, or you wouldn't have eaten the crow necessary to get me here. So spit it out. There's a glitch in the chariot line. Your killer robots? Peacekeepers, yes, those. So shut them down. Obviously, Liz, we would, if we could. They're not responding. Are you telling me a swarm has gone rogue, Ted? It's worse than that. Show me the data then. And I'll take that lunch. Alone. Ted Faro brought Elizabeth Sobek here, but they hated each other. Another file has been recovered. This isn't a glitch. It's a catastrophe. Fully aware. It's bad. Bad? Jesus, Liz. It's not bad, Ted. It's apocalyptic. You built a line of killer robots Peacekeepers. that consume biomass as fuel, In emergencies. and you made them capable of self-replication. Limited, self-manufacture, controlled. Not anymore. The glitch severed chain of command. The only nation this swarm answers to now is itself. You think I did? Everything else is just food. And at the rate it's replicating, Ted, it will strip the Earth bare in 15 months. We're not talking fall of civilization. We're talking extinction. I get it, Liz. So how do I stop it while it's contained? It's not contained. It can't be. You know what I mean. Right. Before the truth gets out, you mean? Liz, I will do anything you say. Keep working it, and whatever you recommend, I'll do. I'm gonna hold you to that, Ted. The Faro robots threatened all life on Earth, but somehow she defeated them. The world of the old ones fell, but life went on, or we wouldn't be here. A final file has been recovered. Project Zero Dawn. Jesus, Liz. There has to be another way. If there were a nicer way to fix your mess, I would have proposed it. But this? This? When I asked you to find a cure, I didn't expect it to be worse than the disease. It's not, Ted. It may be grim, but it's our only chance. Now sign the proposal. Sign it? I can't sign that. Yes, you can. That? Liz, I cannot in good conscience sign that. You've got a choice, Ted. I know. I'm speaking to you from a VTOL en route to U.S. Robot Command. In 15 minutes, I meet with General Harris and the rest of the Joint Chiefs. What? Are you crazy?
Now your choice is what I tell them. Sign, and I'll tell them the wealthiest corporation on Earth has guaranteed the funds necessary to build Zero Dawn. Exactly as I've designed it. Or don't sign, and I will make sure they and everyone else on this planet knows the real cause of the glitch. Jesus, Liz. You don't have to threaten me. Не должна. Look on the bright side, Ted. From here on out, you get to do what you've always been good at. Footing the bill while others get their hands dirty. God forgive me. What made her solution so terrible? What did she do to stop the robots? Executive access detected. Express lift opened. Doesn't add up. Sobek couldn't have been my mother. She lived ages ago. All this searching, and I'm still no closer. That's your reaction to everything you've just learned? To whine like a spoiled child? You should really try talking that way to me face to face. As you wish. Do you really have no idea how monumental are the discoveries you just made, Aloy? I expected more of you. So, you have a face. Got a name to go with it? Of all the questions you could ask right now, that's the one you choose. I've spent decades searching the ruins of the older ones, trying to solve the mystery of what happened to them. For years, I've suspected that Pharaoh... Так, гипотеза. Гипотеза. Как все починили? Практически уничтожили всю жизнь, чтобы роботам нечего было жрать. И настроили какие-то системы автоматизированные, которые бы эту жизнь заново выпустили спустя некоторое время. Только с человеками какая-то накладка вышла. Либо так и было задумано, что человеки вернулись к первобытному состоянию. На руинах того, что осталось от прошлого мира. А так, когда всех перебили. Robots destroyed this civilization, but I could never confirm it. And in minutes, you uncover more ancient knowledge than I have in a lifetime. And what you want to know is my name. Silence. That's my name. Now, why don't you try asking another question? Something less trivial. All right, Silence. You've made your point. I came to these ruins hoping to learn more about this Elizabeth Sobek. And I have, but I still don't understand my connection to her. Or why the Eclipse is trying to kill me. Or who Hades is. No answers, just one question after видимо, another. это управляющий. Exactly. Which is why it's time to expand your frame of inquiry. Only then will you see just how big your problems really are. What exactly are you talking about? You've chased a personal riddle into a crowd of larger mysteries. The common thread is your connection to Elizabeth Sobek. But what is that connection? She couldn't have been my mother if she lived centuries ago. We don't know the connection yet. The only Планирование. way to find out is to keep going, to keep making discoveries. Thanks to you, we've only just now learned that Pharaoh robots once threatened to end life on Earth. But it didn't happen. The Old One's civilization was destroyed, but life was saved. Obviously. So, what did Elizabeth do? How did she stop the robots before all was lost? What was Project Zero Dawn? Exactly the question. Now, are you ready to go get the answer? Of course I am. Then why are you still standing here? Not so fast, Silence. You've got some explaining to do. I've told you quite enough.
If you still got questions, be quick about it and stop wasting my time. So far as I can tell, the Eclipse are just following orders. It's Hades who wants me dead. Who is he? I don't know. The Eclipse describe him as a buried shadow, some kind of devil. That thing that spoke to me outside, that made that focus explode. That was Hades? It didn't seem like a person or a machine. More like a phantom. Хотя нет, скорее всего, не управляющий компьютер, а вирус, из-за которого все полетело. Is that he wants you dead. Because of my connection to Elizabeth. Has to be. Hades is using the Eclipse to resurrect ferrorobots. But if Elizabeth found a way to stop them centuries ago, if she made special weapons, maybe Hades is worried I'll do the same thing. In some of the ancient data I've recovered, there are hints of so-called super weapons being developed. Maybe to stop the robots, the civilization of the old ones had to destroy itself. Now if that's enough talking, be on your way. Oh no, I'm just getting started. You've been getting a free ride on my focus, risking nothing while I risk everything. All I have to do is take this thing off my head, and you'll be blind, deaf, and dumb. So quit complaining and answer my questions. Very well. Proceed. You said you've known for some time that Faro war machines destroyed the civilization of the old ones. The evidence pointed that way. But until now, I never knew the full scope of their danger. That they could process organic matter into fuel, or that the Horus class could manufacture more robots. Like a cauldron on legs. But the robots we've seen so far, the Corruptors and Deathbringers, they don't do those things. Not yet, anyway. So far, we haven't encountered any that are undamaged. At full power, who knows what they're capable of? Who are you, Silence? And what are your intentions? You really need to make this personal? I'm a lone wanderer who left his tribe behind a long time ago. An explorer of forbidden places, a searcher of lost knowledge. Exactly as I said. Why do you know so much about the Eclipse? I happen to know a lot about a lot of things. If what you're really asking is whether I work for the Eclipse or anyone else, I don't. I am nothing if not independent. You've been using my focus to spy on me. How is that possible? Every focus emits a signal, a voice, that only other focuses can hear. I know how to string those voices together, how to make them talk to each other, to communicate, even over vast distances. How do you learn to do that? Years of study and experimentation. In principle, it's not so different from how you override machines. I override focuses. And you can spy through other Eclipse's focuses too. Usually. All I'll say is that overriding the connections is complicated. Is there any chance that Elizabeth Sobek could still be alive somehow? It's highly unlikely, but not impossible. Some of the ancient data I've recovered includes mentions of life extension techniques. Pharmaceuticals, mostly, an ancient word for medicine. But some were still trying to perfect ways of freezing and unfreezing people. Freezing and unfreezing people? Cryogenics, they called it. But there were problems with it. Given Elizabeth's technological acumen, I can't definitively rule out that she found a way to make herself immortal. But this is speculation. Wasting time. Elizabeth told Ted Faro she was headed for a place called U.S. Robot Command to tell people about Zero Dawn. The place still exists as a ruin. The Asaram call it the Grave Horde. Grave Horde? Cheery name. You'll find it in the Eastern Mountains, buried under the tangled coils of a metal devil, or a BOR-7 Horus, rather, as we're learning to call them. I'll contact you when you get there. I can't wait.
Someday we'll meet in person, and your manners had better be improved. Well, getting down will be a lot faster than getting up here, at least. U.S. Robot Command next. To learn the secrets of Zero Dawn. Как мне спускаться-то будет весело. А, тут есть веревка, окей. Блин, спина, блин. Глюпенщин. Глюпенщин. Мне бы не вспоминать, как я сюда забрался. А вот. Кстати, где клад смерти? А, это тот данж, который я никак не мог в который я никак не мог попасть. Когда мы только-только вошли в эту вот зону DLC, она как раз там начинается. Another power cell. This should help me get to that ancient armor. Итак, удачно. Натянутые тросы везде есть. Это я так, вайню об игровых условностях. Ну, хорошо, вот не с 12 этажа на первый спускаешься по веревке. Я боюсь представить, сколько нужно веревки, чтобы спуститься так далеко. Так, и мы можем взять, наконец, атаку себе на главаря. Ура. Так, а нас с вами ждет, кстати говоря, как раз смоляной утес, который внезапно по пути... А нет, он не по пути, он совсем в другой стороне, но мы туда, в принципе, открыли точку переноса. Точку быстрого перехода. Хочу я туда сходить, или я хочу сначала сходить за цветком? Сколько мне осталось найти цветов? Цветов мне еще много осталось. Мне кружку бы последнюю найти. Кружка вот она здесь, последняя. Там же, в принципе, фигурка есть. Пошлют ли меня в ту сторону, я не знаю. В принципе, я бы, может быть, отвлекся бы от квеста
И пошел вот так вот, вот так вот, вот так вот. Всякое бы пособирал, но не положено покамест. Покамест не положено. Но в любом случае, на сегодня мы с вами попрощаемся. Хотя, нет, еще не попрощаемся. Еще не попрощаемся. Есть одно место, куда надо наведаться, куда, я надеюсь, меня уже пустят. Но это не факт. Это. Так, где у меня задание? Древний арсенал. Я хочу поглядеть, что будет после того, как я 2 батарейки воткну. Потому что батареек на самом деле больше, чем 2. Заодно можно частично хотя бы восстановить запасы ресурсов, пока мы тут бегаем. Я колесо перекрутила. Hardy little plant. You'll help. Еще один топливный элемент был, собственно говоря, в сердце матери, или как там? В сердце матери, в общем. Где он был? Вот в дозоре, не в дозоре. Колыбели матери. Где нас нашли. Но я так и не понял в свое время, как его найти. То есть, возможно, его пока нельзя было подобрать до сильно более позднего момента. Keep that for later. Как хорошо стартовые локации, где лечебные травки просто на каждом углу. I think I'm in the clear. Нет никаких кракозябров. Так, продать ресурсы. Тебя продать. Еще на продажу есть. Ядер нету. У меня, по-моему, были опять эти наборы для путешествий. Нет, такой совы. Это пока нельзя продавать.
Он поглядит, на что идет стекло. Может быть, его тоже уже поздавать. Need them soon enough. Я могу прям туда переместиться, нет? Так, а где тогда вход с другой, что ли, был стороны? Ну и все. А, вот он спуск. В ямку. Может, там что-то такое страшное торчит. Это все дело привычное. Этих мы ни одного года били. That's two. It's some kind of code. Maybe there's a clue nearby. I think the old ones use numbers like this to indicate time. Maybe there's some more 15, information nearby. Something that will tell me how this works. Looks like each dial has 4 positions. Maybe if I get each dial in the right position. 21. Did it. Now to check the door. Those clamps have the armor locked in place. Maybe there's a way to power up the mechanism, release the clamps. Зелька, зелька, подожди. Отчет по ультраткани. Генерал, вы хотели легкий в производстве, дешевый и прочный продукт, и именно это мы вам собираемся дать. Мы заменили бронепластины на ткань с гибким нановолокном и оснастили костюм микропроектором жесткого света на 400 электрон-вольт. Таким образом, мы сократили процесс тестирования несколько раз, и я уверен, что первая партия будет готова в следующем месяце, а наших производственных мощностей хватит по крайней мере на несколько десятков комплектов. Мы вдвое снизили вес и цену костюма, и он стал более гибким. Сейчас нам осталось только разобраться с финансовыми вопросами, найти еще парочку специалистов и найти еще одного толкового испытателя. Я знаю, что ресурсов у нас почти не осталось, но если мы не получим финансирование, то не уложимся в срок. Пожалуйста, ответьте как можно скорее. Зелик. Just need to install these power cells. That should do it. Ага. Еще три топливных элемента. Понятно. Все с вами понятно. Прям так я разбежался и об забор. Причем один, как я понимаю, не получишь в принципе. До конца игры, когда ты уже вернешься
с отчетом о проекте «Нулевая заря». Шо? Пошли в пограничные земли, но не сегодня. Как я уже говорил, сегодня мы с вами будем постепенно заканчивать. Я думаю, даже да. Я думаю, потратим в следующий раз минут 5 на то, чтобы зараженную зону зачистить. Почему? Потому что, не оставлять же ее в конце концов. Так что до новых встреч. Я надеюсь, уже встретимся вживую. В четверг по плану Кубы, которым я сейчас немножко позакадрю. А там посмотрим, что в итоге выйдет. Ну а пока. Пока-пока.